Всем привет! Мы сегодня с вами свяжем вот такой узор. Очень интересный получается узор. Просто вяжется, можно легко запомнить. Я вязала из этого узора себе жилет. Правда, уже давно он у меня не сохранился, поэтому показать, к сожалению, не могу. Я вам желаю приятного просмотра. Петли для этого узора я уже набрала. Раппорт этого узора состоит из 8 петель плюс 2 кромочные. То есть 24 петли плюс 2 я набрала 26 петель. И теперь мы с вами вяжем первый ряд. Кромочную петлю я снимаю, провязывая одну лицевую, одну изнаночную. Теперь я делаю накид, провязываю одну петлю лицевую, делаю еще один накид, и провязываю одну изнаночную, лицевую, изнаночную, еще одну петлю лицевой провязываю и изнаночная петля. Сейчас посмотрим все вместе. То есть я провязала в начале ряда лицевую, изнаночную, потом провязала накид, лицевую, изнаночную. То есть мы вяжем практически всегда лицевые и изнаночные. После накидов я провязала 5 петель, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И теперь мы повторяем. Я провязываю одну петлю лицевой, одну изнаночной. Делаю накид, лицевая, накид. И теперь 5 петель провязываю. Мы вот здесь вот между накидами провязали лицевую петельку. То есть после накида я продолжаю вязать, начинаю вязать изнаночную. Потом опять лицевая, изнаночная, лицевая и одна изнаночная. Это вот раппорт этого ряда. Второй раз мы провязали 2 петли, лицевая, изнаночная, лицевая. После накидов опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Этот раппорт мы повторяем до конца ряда. Опять я провязываю лицевую, изнаночную, делаю накид, лицевая, накид. И теперь провязываю изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую и последняя петля изнаночная, и кромочную я провязываю лицевой, ее можно также провязать изнаночной, так как вы привыкли вязать. Поворачиваем вязание. И теперь вяжем второй ряд. Кромочную я снимаю, так как я ее провязала лицевой, я снимаю так, что я нить ложу перед работой и снимаю петлю. Теперь я провязываю лицевая, изнаночная по рисунку. И теперь у нас вот где накиды я провязываю изнаночными петлями. То есть изнаночная, средняя петля у нас тоже изнаночная, и второй накид тоже я провязываю изнаночной. И вяжем следующие петли по рисунку: лицевая, изнаночная. Довязываем до накидов, перед накидом лицевая. Теперь я провязываю 3 изнаночные, накиды провязываю изнаночными, то есть 3 изнаночных петли получается. И остальные петли мы провязываем по рисунку. Лицевая, изнаночная всегда у нас получается. Довязываем до накида, перед накидом лицевая, первый накид изнаночный, средняя петля изнаночная и следующий накид
изнаночные, все остальные петли по рисунку кромочную, лицевой. Поворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Начинаем так же, как и первый ряд. Кромочную я снимаю, провязываю одну лицевую, одну изнаночную. Теперь делаю накид, провязываю 3 петли лицевые, провязываю накид, и остальные петли я провязываю по рисунку: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И доходим до последней у меня изнаночная, вот эти вот 3 лицевые петли. Перед первой лицевой делаю накид, провязываю 3 лицевые и после лицевых тоже делаю накид. И остальные петли провязываю по рисунку: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И довязываем до следующих лицевых петель. Вот у меня опять 2 накида, и здесь вот 3 лицевых петельки. Накид, 3 лицевых, накид и по рисунку изнаночная, лицевая и так далее. Поворачиваем вязание и вяжем таким же образом, как мы вязали второй ряд. Кромочную я снимаю, лицевые и изнаночные я вяжу по рисунку, а накиды и средние петли я провязываю изнаночными. И опять вяжу лицевые и изнаночные по рисунку и провязываю накиды и средние петли изнаночными. Вот я провязала, и теперь мы с вами вяжем 7 ряд. Вернее, 5 ряд. 2 накида мы с вами провязали. Теперь мы в 5 ряду будем провязывать 3 накид. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 накид. Перед петлями, перед лицевыми провязываю все петли лицевыми и накид после лицевых. 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. И довязываю опять же до следующих лицевых петель, там где мы делали накиды. Вот у меня опять здесь лицевые. У меня 5 лицевых получается. Накид, провязываю 5 лицевых. Накид, изнаночная, лицевая, вяжем по рисунку. Вот так у нас выглядит узор. Мы провязали сейчас 3 накид. Так я довязала до конца ряда, поворачиваю вязание и вяжем следующий ряд таким же образом, как мы уже вязали. То есть лицевые и изнаночные я вяжу по рисунку, накиды провязываю изнаночными, накид изнаночным провязываю и 5 средних петель тоже провязываю изнаночными. И так вяжу до конца ряда. И теперь мы с вами вяжем 7 ряд. Кромочную петлю я снимаю и также вяжу лицевую, изнаночную. И теперь мы с вами убавляем петли
я провязываю 2 петли лицевой. У меня левая стенка у петли, она лежит впереди. Если у вас петли смотрят по-другому, то вам нужно их развернуть. Я в этом случае не разворачиваю и провязываю таким вот образом 2 петли вместе. Теперь провязываю одну лицевую, вторую лицевую и третью, и четвертую, пятую я провязываю вместе. В первую очередь я снимаю петли, разворачиваю их. И вот так вот с задней стороны провязываю 2 вместе лицевой. Теперь вяжем по рисунку, изнаночные, лицевые. Все провязываем по рисунку. И теперь мы опять убавляем петли. Вот. У нас вот здесь опять лицевые, 7 петель. И мы убавляем первые 2 петли, я провязываю. Как я уже говорила, левая стеночка лежит впереди, я провязываю 2 вместе. 3 петли провязываю лицевыми. Теперь разворачиваю так, чтобы левая стенка была сзади. Левая стеночка у нас теперь находится сзади. И вот таким образом провязываю 2 вместе. Лицевая и изнаночная провязываю по рисунку. И опять мы повторяем. Там, где лицевые петли, я провязываю 2 вместе. В начале 3 лицевых и 2 вместе сначала разворачиваю. И провязываю 2 вместе лицевой. И остальные петли провязываю по рисунку. Кромочную провязываю лицевой, поворачиваю вязание. Кромочную снимаю, вяжу по рисунку. И здесь, где мы убавляли, мы также провязываем все петли по рисунку. То есть я провязываю сейчас изнаночные петли. 5 петель у меня получается. И остальные петли вяжу полностью все по рисунку. И так вяжем до конца ряда. Теперь мы с вами вяжем следующий ряд. Это у нас получается 11, 7, нет, 9 мы ряд с вами вяжем. Лицевая, изнаночная провязала. И также таким же образом мы убавляем первые 2 петли. Среднюю петлю я провязываю лицевой. Поворачиваю следующие 2 петли и также провязываю 2 вместе. Вот у нас остается 3 лицевые. Следующие петли я провязываю по рисунку. И лицевые петли опять в начале и в конце я провязываю по 2 вместе. Посередине 1 лицевая петля. И теперь петли разворачиваю и провязываю также 2 вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом мы вяжем до конца ряда.
Изнаночный ряд вяжем все по рисунку, то есть средние петли мы вяжем изнаночными, остальные мы вяжем по рисунку, одна лицевая, одна изнаночная. И теперь мы с вами вяжем 11 ряд. Кромочную я снимаю, одна лицевая, одна изнаночная. И теперь мы вот эти вот оставшиеся 3 петли, мы их провязываем вместе лицевой. Левая стеночка у меня показывает, лежит впереди. Первую петлю я провязываю, 2 следующих провязываю вместе, разворачиваю первую петлю и теперь перекидываю петлю первую вот так через вторую петлю, таким вот образом. Теперь провязываю изнаночная, лицевая и так далее. И теперь провязываем опять 3 вместе лицевой. Первую петлю ее можно провязать, ее можно просто снять, можно провязать и развернуть. 2 вместе и перекидываем левую через правую петлю таким образом. Итак, продолжаем дальше. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой. И довязываем ряд, изнаночные, лицевые, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Изнаночный ряд мы вяжем все по рисунку, то есть у нас должно получиться теперь одна лицевая, так от начала до конца ряда. Провязываем этот ряд самостоятельно. То есть вот эта вот средняя петля у нас получается изнаночная, и как раз у нас все совпадает с рисунком. Полностью весь ряд лицевые, изнаночные. Ну, вот так вот выглядит узорчик. И теперь мы все повторяем, только что в шахматном порядке. То есть мы будем провязывать с вами в этом ряду опять первые 2 накида. Эти накиды мы будем вот здесь провязывать с левой и с правой стороны от вот этой петли. Средняя петля лицевая. И с обоих сторон мы провяжем по одному накиду. То есть до этой петли я провязываю 6 петель по рисунку. Кромочную я снимаю и провязываю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И довязываем до средней лицевой петли. 6 петель у меня получается. Вот здесь средняя петля. Теперь делаю накид, лицевая, накид. Дальше вяжу по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь опять вот я здесь посередине. У меня получилось 2, 4, 6, 7 петель. Теперь у меня посередине накид, лицевая, накид. И провязываю 7 петель опять же по рисунку. Седьмая петля. И теперь опять провязываю 7 петель провязала. Это вот средняя петля получается. Так же, как вот здесь. И теперь я здесь провязываю также накид, лицевую, накид, изнаночная и кромочную провязываю лицевой. И теперь мы вяжем практически весь узор точно так же, как мы вязали первые ряды. Изнаночный ряд я также провязываю изнаночные изнаночными и среднюю петлю тоже изнаночной. То есть получается 3 изнаночные. Все остальные петли по рисунку 3 изнаночных вместе с накидами и так далее.
Следующий ряд узора мы провязываем опять 2 накида, и посередине у нас получается 3 лицевые петли. То есть вот здесь с обоих сторон мы провязываем накиды. Все остальные петли провязываем по рисунку. Потом опять средние 3 лицевые, по бокам по одному накиду. Все остальные петли вяжем по рисунку, лицевая, изнаночная и так далее. То есть мы провязываем самостоятельно следующие еще 2 накида. И потом после увидимся, так же как мы уже вязали вот здесь в первых рядах, все то же самое. Вот 3 накида я провязала. То есть посередине у нас получается 7 петель, 7 лицевых. Все остальные петли у нас провязываются по рисунку, лицевая и изнаночная. И теперь мы опять вяжем то же самое, что и до этого. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем до петель, до лицевых петель. И провязываем здесь опять убавление. Первые 2 петли провязываю вместе. Три лицевых. И следующие 2 петли провязываю тоже 2 вместе. Лицевой. Все остальные петли я провязываю также по рисунку. То есть у нас теперь осталось 5 петель. Таким же образом делаем еще следующее убавление. И также вот последний ряд мы вяжем 3 петли вместе лицевой. Вот первую петлю можно просто снять, как я говорила, и потом просто перебросить ее. Таким образом. Остальные петли по рисунку. И опять 3 петли провязываем вместе. Первую снимаю, 2 провязываю лицевой. И правую перекидываю через левую. Я думаю, что принцип узора понятен. Узор очень просто вяжется. Вот так вот выглядит. И все повторяем с первого ряда, опять в шахматном порядке. То есть мы опять начинаем вязание. Кромочную я снимаю, провязываю 1 лицевую, 1 изнаночную. Теперь у нас здесь средние 3 вот лицевых петли. И где средняя я провязываю накид, лицевая петля, накид. Следующие провязываем по рисунку. Вот здесь опять средняя лицевая петля. Здесь мы провязываем опять накиды. Накид, лицевая, накид. И так вяжем дальше. Вот еще раз здесь между накидами у меня получается 7 петель. Ну, и так продолжаем полностью вязание дальше. Повторяем еще один раппорт с первого ряда. Вот так выглядит полностью узорчик. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду очень рада. И до следующей встречи.